Сегодня тема у нас с вами очень интересная. Я ее немножечко знаю по себе, хотя, честно скажу, это было очень давно. Мне тоже довелось когда-то работать в детской психиатрической больнице. Ну, работать в смысле в нашем контексте, волонтером работать. Я не получал за эти деньги. Я приходил к детям в детские отделения, мы с ними, ну, в общем, общались, как-то вот проводили время вместе, и для меня было важно с ними встречаться. А детям было интересно, ну, пусть не всем, но кому-то встречаться со мной. Вот. И с тех пор вот я как-то очень тепло вспоминаю об этой больнице, об этом вот, ну, таком закрытом пространстве, очень специфическом на самом деле. И вот Мария теперь понимает уже в 1000 раз больше, чем я, потому что и по времени, и по опыту, и по охвату это сильно-сильно превосходит тот мой скромный небольшой опыт. Мы тогда начнем. Мария Плетнева, координатор волонтерской группы при Центре психического здоровья имени Сухаревой. А в недавнем прошлом это одна из самых известных в Москве психиатрических детских больниц, детская психиатрическая больница номер 6. Маша, сначала хотели бы вы что-то рассказать от себя, или я могу прямо задавать вам вопросы? Ну, я не знаю, как вам удобнее, я могу начать рассказывать, как я Давайте. попала, как я к Давайте. вам попала. Вот это очень интересно, да, вот, и мне вспомнить, и узнать слушателям, а как обычный человек вот вдруг попадает в волонтерство, а потом в волонтерстве вдруг попадает в очень и очень непростое направление помощи к детям психиатрической больницы. Пожалуйста, Мария. Ну, попала я к вам совершенно случайно. Вот, ну, наверное, как все люди попадают, так вот, знаете, всегда как-то жизнь идет, и ты случайно где-то оказался. Вот. Ну, не скажу, чтобы совсем случайно, потому что я занималась общественной деятельностью, я была руководителем общественной организации, такой досуговой, и мы занимались там с районом, детьми, еще чем-то, какими-то семинарами, тренингами, спектаклями. Вот. И деятельности было много, толку мало. И это не приносило удовлетворения. Но у меня была какая-то подписка, я не знаю почему и как где я оказалась и где я с вами пересеклась, но я оказалась подписана на вашу рассылку. И я получала рассылку от даниловцев. И иногда я ее даже читала. Ну, рассылок много бывает, и мы не все читаем. И однажды мне пришло письмо, что открывается некая школа координаторов, и в этой школе обещают меня научить, то есть все, кто запишется, научить, как работать, значит, организовать волонтерское движение в больнице. И написано, что примут там с удовольствием там рассмотрят руководители общественных организаций, и что меня купило, что проведут прямо-таки, возьмут за руку и проведут от А до Я, и все будет хорошо у нас. Вот. Я поверила и записалась. Вот, и пошла на эту первую школу координаторов. Ну, как оказалось, в этой школе, наверное, из других организаций или незнакомых с даниловцами была одна я. Вот, не знаю, мне кажется, даниловцы тоже не знают, что со мной делать. Вот. Но зато потом школа, я понимала, что, в общем-то, это начало, это первый поток, это только школа, как бы не было никаких таких вот у меня отрицательных эмоций по этому поводу. Действительно, то, что обещали, то и выполнили. Вот, меня обучили, мне рассказали, и мне сказали, предложили помощь. И сказали, вот как ты хочешь идти сама или ты все-таки пойдешь с нами? Вот. И, в общем-то, это был мой выбор. Я пошла в движение даниловцы. Это было, наверное, проще для меня. Вот. И, ну, не знаю, проще ли даниловцам было, но мне было проще. И я согласилась я пошла. И также там на обучение в школе координаторов нас учили, спрашивали, с кем вы хотите работать. Ну, я четко знала, что я хочу работать с подростками, и, скорее всего, я хотела бы, в моем представлении, я хотела бы работать с детским домом. Вот, с детьми, с подростковыми детьми в детском доме. Потому что, во-первых, у меня был опыт определенный работы с подростками, и как-то мне с ними легче.
особенно с девочками. Но почему-то так случилось. Опять-таки, это, наверное, ну, случайность или не случайность, был запрос из больницы, что в некое отделение тоже просило вот, подростков, и я решила сходить, попросила координатора организовать волонтерскую группу там, и я просто решила сходить, посмотреть, как это будет выглядеть, познакомиться поближе, может быть, действительно, может быть, мне эта тема зайдет, потом я всегда доверяю, знаете, как я вот, ну, как меня человек обучали, меня обучали наши там психологи, еще что-то, они уже меня узнали за 2 месяца, и когда они предлагают что-то, ну, я думаю, что, наверное, человек, может быть, даже, ну, меня уже как-то знает и понимает, что мне будет там, может быть, проще, легче, возможностей больше и так далее, где я лучше раскроюсь. И все оказалось замечательно, все сложилось, и все пошло так, как надо. И в мае месяце мы закончили обучение, наверное, мы учились, наверное, до ноябрь-декабрь. И в мае месяце, в общем, не просто было открыть группу, как оказалось, несмотря на то, что был запрос из больницы, но пока одно, другое, третье, там какие-то переговоры у нас были. Ну вот, решали, руководство больницы решало, вот, то в конечном счете в мае месяце, да, 12 мая мы открыли группу там, вот, 12 мая 2019 года. Вот, так что вот я так запомнила эту дату. Мне действительно помогли заключить договор с организацией. То есть я могла заключить его лично как, ну, мы могли заключить как даниловцы, и могла заключить я как организация. Просто приняли решение, что заключим как даниловцы. И, соответственно, мне помогли набрать волонтеров. Я пошла не одна, у меня сразу уже пошла команда, там человек 5, наверное. Вот, все прямо получилось очень, очень хорошо. И вот в течение 3 лет уже, в общем, я не могу остановиться. Да, спасибо огромное и за такой очень, на самом деле, с легкостью описанный вот эта вот последовательность действий. Безусловно, это, ну, как-то очень приятно, как такие, в общем, слова действительно благодарности, такой, может, благодарность ко всем нам, что это получилось. Это действительно очень здорово. Вот. А скажите, Маш, я же правильно понимаю, ну, в данном случае я что-то могу знать, что-то не знать, но ради наших слушателей я буду делать вид, что я не знаю ничего. Правильно ли я понимаю, что вообще к теме психиатрии, тем более детской психиатрии, да, какой-то до этого особой подготовки к вот таким, на самом деле, очень специфическим заведениям вот, вы не имели? Абсолютно никакого. Никакого. Мгм. Да, абсолютно. Я И ничего не знаю, ничего. То есть у меня было понимание просто, что я должна общаться с этими детьми, как с обычными детьми. И все. То есть это было мое личное внутреннее понимание. Сейчас я понимаю, что это именно оно и помогает, как бы. Вот. А так никакой ну, вот подготовки я, да, хочу просто в продолжение специально. того, что вы сказали. Это, на мой взгляд, важно в том числе услышать и нашим коллегам, сегодня участвующим. Вот есть, то есть то, что во время вот нашей этой школы координаторов не было условно спецкурса, там, специфика психиатрических больниц, честно говоря, вы не очень-то и жалеете. Нет, абсолютно. Мне хватило. Мне курсы нашего вот координаторства, школы координаторов, мне хватило вот по полной для того, чтобы я чувствовала себя очень комфортно. Вот. Ну, если вот ключевое, что мне, самое главное, что мне было сказано, и то, что я поняла, что координатор всегда прав. Мы всегда на стороне координаторов, всегда поможем, всегда разберемся, любая конфликтная ситуация, но координатор прав. И это очень сильно, ну, как сказать, освобождает от каких-то мучений, еще чего-то. Ну, даже если ты ошибся, ну, все равно ты прав, на твоей стороне. Да, спасибо огромное. И вот теперь, с учетом уже действительно очень большого вашего опыта, и как вы сказали сами, что не можете остановиться,
ну, может быть, звучит немножко так как-то грубовато, но за этим скрывается тоже вот, чтобы коллеги знали, да, ваше постоянное еженедельное присутствие в больнице. То есть движение Даниловцы не работает в виде каких-то разовых акций. Мы не приходим, условно, 2 раза в год. А это значит, что для Марии, ну, это, ну, не знаю, как работа, не работа, да, но вот хочешь, не хочешь, там, погода какая, сякая, такая, а вот в больницу прийти придется, потому что тебя ждут. И вот, вот эти 3 года мне хотелось бы, чтобы вы охарактеризовали тех ребят, с которыми вы встречаетесь. Предполагаю, что вот коллеги, кто подсоединились, у них есть интерес именно к этой теме, да, к детской психиатрии. И, может быть, тоже вы как-то вот, если совсем не такие дети у вас, может быть, как-то поясните, и Мария, может быть, тоже откликнется и на это. Но мне хочется, Маш, чтобы вы охарактеризовали, а кто там лежит вообще, кто эти дети, вот, почему они там оказались, вот, чего им не хватает в жизни и так далее. Можете поподробнее рассказать про тех, к кому вы приходите? Вот те, к кому мы приходим, это подростки. Подростки, наверное, от 13 до 18 лет. И это подростки, которые с различными депрессионными расстройствами, склонные к суицидам, и так далее. Там, может быть, с пищевыми расстройствами тоже. Они раньше были в нашем отделении, сейчас их отдельно вынесли в другое отделение. Вот. Ну, то есть это подростки, которые вот... Ну, я их характеризую так. Не справились со своим трудным подростковым периодом. Вот, недавно мы были в больнице, больница организовала обучение, и вот они говорят, как вы себе это представляете, как бы нарисуйте. Я такую метафору вот представила, это кактус. Это вот, вот, в общем, кактус. Вот. Да, у него есть проблемы, у них есть, с одной стороны, это хорошие такие дети, потому что у нас очень талантливые дети, я их прямо обожаю, они рисуют, поют, играют, и чаще всего в наше отделение попадают дети от большого ума, а не от каких-то там, скажем, наркотических зависимостей, да, от тяжелых жизненных ситуаций. Вот. Ну, бывают и те, и другие, или какие-то жизненные ситуации их заставили, но все равно это дети, чаще всего это положительные такие, ну, как бы с положительным образом. Вот, потому что у них, они очень талантливые, они потрясающе рисуют, они лежат, некоторые из них с музыкальными инструментами, они играют, они там, не знаю, книги читают, да, вот, то есть такое количество читающих подростков. Ну, может, они читают, потому что у них отобрали гаджет, конечно. Вот, но я не встречала так, знаете, в большой купе, что все читают книги. Вот. И получается, что, ну, вот такие они... Иногда мне просто приходится вспоминать, я так забываю, что они больные, и мне приходится вспоминать, что все-таки они, наверное, сюда не случайно попали, почему-то попали. Мы же не спрашиваем диагнозов, а что с вами, а почему. Мы просто волонтеры, мы приходим для того, чтобы их как-то, ну, можно сказать, развлечь. Вот, чтобы принести какую-то жизнь, какую-то динамику в их такие вот будни суровые больничные. Вот, Ну, а наверное. чего им не хватает, Маш? Вот как вы это чувствуете? То есть, ну, с одной стороны, есть вещи, наверное, понятные каждому из нас, если мы оказываемся в незнакомом помещении, да, да еще и там врачи или еще что-то, там другие незнакомые, ну, подростки или кто-то еще, помещение, очевидно, общее, да, там же индивидуальных палат нет, то, конечно, это все как-то вот некомфортно, да, но все же, вот, мне кажется, на каком-то более глубоком уровне у них есть какие-то другие к вам запросы, ожидания, на которые вы откликаетесь. Вот что подросткам в такой больнице действительно нужно? Мне кажется, им как всем подросткам. Вот как всем подросткам им не хватает общения. Ну, это мое личное мнение. Я не берусь, что это вот как бы догма, но им не хватает общения. Именно, ну, тем более в больнице как бы нормального человеческого общения. Потому что у них есть воспитатели, у них есть там учителя, у них есть психиатры, у них есть психологи, у них есть, наверное, нянечки какие-нибудь, которые за ними следят, у них есть медсестры. И получается, что у них все есть.
Но и к ним приходят родители. Ну, сейчас не приходят в связи с карантином, но, в принципе, родители приходят, посещение родителей, ну, как бы было, да. Вот. Что нет? То есть учителя, они учат, воспитатели воспитывают, психиатры подбирают лекарства, психологи разговаривают и рассказывают, как правильно жить, то есть их учат жить. Вот. Но получается, что у них нету просто обычного человеческого общения. Ну, родители воспитывают. И, собственно говоря, если они оказались здесь, то значит какого-то контакта с родителями у подростков не налажено. Вот, ну, тех или иных причин, да, то есть родители, даже если они нормальные родители, то они там работают, заняты, бегают сами, иногда они не знают, как объяснить что-то, ну, что-то рассказать, ну, нормальное явление, что нет какого-то контакта с родителями у подростков, ну, как бы это редко, когда он есть у подростков. Вот, и получается, что им нужен кто-то, с кем можно поговорить. Вот, и именно, ну, скорее всего, просто поговорить именно вот, как сказать, ну, о жизни, чтобы мы не затеваем специально разговоров, но мы получаем какие-то инсайты от детей, да, то есть когда они там, что, ну, какие-то темы затрагиваются в любом случае, и мы не рассказываем, мы не учим, мы рассказываем свой опыт. Может быть, какой-то жизненный опыт, может быть, какая-то жизненная мудрость, может быть, это вот, а как у меня было, да, и все. Но иногда этого достаточно для того, чтобы пробиться, простучаться и так далее. Потому что подростки, они все равно приходят в больницу, иногда силы их привели, ну, как бы уговорили, иногда они там по неотложке попадают в эту больницу. И получается, что они, может быть, даже и не понимают, что нужно ли лечение, там, прикидываются, чтобы их выпустили, и все. А вот именно то, что чтобы жизнь изменилась, нужно что-то такое, знаете, иногда какой-то триггер. И вот иногда нам удается, иногда нет, я не скажу, что мы всегда прям мы боги, да, нет. Но мы просто разговариваем, общаемся, просто играем. Вот и в это время во время игр каких-то, во время, ну, затрагиваются каких-то мастер-классов, затрагиваются какие-то важные темы для подростков. Да, спасибо огромное. Правильно ли я понимаю, что в вашем случае детей, подростков именно с какими-то тяжелыми психиатрическими заболеваниями их крайне мало или фактически нет? Скорее здесь дети с какими-то именно такими расстройствами и больше такого социального плана. Вот. Или я не прав, или там вот именно психиатрия. Ну, я не врач и не специалист. Но по Ну моим хорошо, давайте по ощущениям. Действительно, вот Ну да, это корректно. Да, по вот по ощущениям. ощущениям, внешне, знаете, я была в других отделениях, да, и я могу сказать, то есть я вижу там, какие бывают там дети, и я понимаю, что у нас детей нету таких, по которым вот ты внешне можешь сказать, о, это больной ребенок. Да, то есть у него какие-то отклонения. То есть нет, это совершенно развитые дети. Скорее всего, у них какие-то, ну да, у них там есть, знаете, такие там ну, какие-то биполярные расстройства, может быть, там это жуткая депрессия, которая привела их к суициду, еще что-то, но иногда бывает это, то есть эта депрессия может быть связана там даже не с химией, а с какими-то тяжелыми жизненными обстоятельствами, там, не знаю, травли в школе, например. То есть такие случаи тоже бывают. Бывают случаи, там, не знаю, может быть, погибли родители, еще что-то, да, там, изнасилование девочек или мальчиков. Вот, но это нормальные дети, ну, психически, ну, по моим понятиям. Мне нужно вспоминать о том, что вот, что в больнице они не случайно, что есть причина. Вот, что их не звери-родители туда положили, не звери-учителя туда сдали. Внешне это все-таки, ну, не видно, это как бы такой контакт с нормальными детьми. Хорошо. А теперь вот мы теперь более-менее понимаем, да, вот кто это, что это. Кстати, уточните, я правильно понимаю, что если ребенок попадает в детскую психиатрическую больницу, то он не может попасть условно там, ну, на несколько дней. Скорее, это какой-то курс, да, сколько там, не знаю, 2-3 недели, месяц, сколько он там находится. Это по-разному, в зависимости от того, как он туда попадает, потому что у нас действительно есть миф о
ну, как бы, вот, ну, у нас есть свои представления, да, мифы, некие мифы есть о психиатрии. Но, в принципе, вот в наше отделение ребенок может после 15 лет вообще самостоятельно уйти. То есть, если ему там не понравилось, он оттуда Мгм, уходит мгм. совершенно спокойно. То есть он считает, что ему там вот 3 дня он провел, и до свидания, я вообще здоров. Чаще всего, ну, конечно, с ним работают, конечно, его уговаривают остаться там. Иногда мы слышим, то есть я отсюда уйду, я буду проситься, я пишу заявление, да, и мы говорим, то есть, ну, не стоит этого делать, лучше пройти курс сейчас, да. Почему? Потому что потом это аукнется это 18, и ты будешь уже лежать не в Димной психиатрической больнице 14-го отделения, где к тебе приходят волонтеры играть в пионерский лагерь, а ты окажешься в какой-нибудь там Кащенко, Алексеевской, и это уже будут совсем другие проблемы. Вот. Но в принципе своем они могут, ну, они попадают, лежат до 2 месяцев. За это время им, ну, 2-3 месяца могут быть, да, вот у нас девочка лежала полгода, ну, это максимум. Но она лежала не по врачебным показаниям, а по социальным. Вот. И получается, что, ну, где-то, да, около 2 месяцев. Месяц-два, вот так вот получается. В основном. Ну, подбирают лекарства, смотрят, как эти лекарства работают, Ну работают вот, да, я психологи, об там этом, есть что школа, это обучение. долгая история, да-да-да, это не то, что человек подскользнулся на улице, врачи посмотрели, говорят, полежи денек, понаблюдаем, и если все хорошо, поедешь домой. А по количеству напомните, вот в вашем отделении какое количество детей? По-разному, совершенно по-разному. Был период, когда у нас было до 85 человек. Да, когда я почему запомнила, потому что мы проводили, это была какая-то как Пасха, и мы проводили праздник, и нам надо было, мы решили, что мы будем пить чай, и мы заказали пиццу на все отделение. Вот, и, ну, то есть мы посчитали количество людей, поэтому, ну, в общем, у нас вышло 85 человек. Это было, конечно, очень много. Потому что, когда И мы начинали руководство ходить, настолько вам доверяет, что пиццу разрешили. да, это было с разрешения руководства, Обалдеть, они нам не то обалдеть. чтобы особо доверяют, но мы же обещали пиццу купить. Нет, ну все равно, это же продукты в учреждении, там все эти, ну, в общем, очень круто, да. Мгм. Вот, ну, да, в общем, это было с разрешения вот, руководства. Ну, это отдельная история, почему они это делают, потому что это была пандемия, тут только был первый, как бы, можно сказать, только-только-только, и вот все вышли из пандемии, тоже это особое такое вот состояние, да, когда... Вот. А так вот, ну, обычное такое вот, как бы, это где-то человек 30-40 в отделении. 30-40. И когда вы приходите, все условные 30-40 с вами общаются, или у вас это добровольно, и приходят к вам, ну, на общение меньше? Нет, конечно, во-первых, это добровольно. Во-вторых, не все 30-40 находятся в одинаковом ресурсном состоянии. Вообще они, так как это депрессия, кто-то находится под таблетками, кто-то находится, вообще никого видеть не хочет, он, может быть, только 3 дня там лежит в больнице, и ему вообще это все свет не мил. Вот, и он лежит в палате под одеялком, закрывшись головой, и никого не хочет видеть. Вот, соответственно. Ну, где-то в ресурсном состоянии обычно человек 15 находится, и они с удовольствием с нами играют, там, ну, плюс-минус. Вот. Если мы, конечно, если мы им сегодня не интересны, они с нами не играют. Они там сидят, потом они уходят. Иногда они устают, естественно. И, там, опять-таки, это не всегда зависит от нас. Иногда ты приходишь, все в ресурсном состоянии, много людей с тобой готовы играть, и лишь бы чем-то заниматься. Иногда ты приходишь, и все вдруг неожиданно, прям, ну, все, типа, здоровых выписали, только появились новые люди, они находятся под таблетками, им вообще не до тебя. Поэтому, конечно.
Но все А, добровольно, Да-да-да, шел. понятно. Ну, вот смотри, теперь мы имеем более-менее картину, то есть мы понимаем, к кому приходят волонтеры, мы понимаем, куда приходят волонтеры, мы даже теперь видим, какие возможности широкие, вплоть до пиццы. А теперь, Маш, расскажите, пожалуйста, вот, а что вы делаете, то есть что подросткам интересно уже в виде встреч с вами, да, то есть конкретно, а, чем занимаетесь-то там? Только Ну, поподробнее. чем занимаемся? Как со всеми детьми, в общем-то. Мы играем, проводим мастер-класс, иногда нам что-то разрешают, иногда нам что-то запрещают вдруг неожиданно. Такое тоже бывает. Вот, сначала мы очень вот с большим удовольствием, когда мы начинали, это был летний период, мы ходили с ними гулять, играли в волейбол. В этом году нам запретили играть в волейбол. Вот просто непредсказуемо, то есть запретили. Почему? Ну, то есть с точки зрения разумности никакой. Произошло несколько травм, ну, как бы всем воспитателям, то есть это не, ну, не лично нам, волонтерам, а именно запретили как бы отделению играть в мяч волейбольный. Ну, то есть он же тяжелый Ну, должен быть. травмы произошли не при вас, да? То есть вообще Нет, не как при бы, нас. вообще. Мгм. Вообще произошло несколько травм, причем там оно, может быть, и не такие травмы произошли, как, ну, дети же, они же придумывают иногда, да, и, ну, как бы им у них развлекуха может быть, они там, ой, я руку потянула, а они обязаны, значит, снабдить машины, отправить человека в травмпункт, дать ему воспитателя, у них свой, ну, в общем, целая история, и они там, может, ребенок может вообще поразвлекаться таким образом, съездить до травмпункта и обратно, вот, и еще по дороге уговорить воспитателя на какой-нибудь пирожок, например, ну, это так я образно, а в результате, в общем-то, теперь детям вот запретили играть в волейбол. Надеюсь, что, ну, причем на физкультуре можно, а вот с воспитателями нельзя. Ну и с волонтерами, соответственно, тоже. Вот. Ну, соответственно, ну, все равно мы стараемся играть. Ну, летом это подвижные игры какие-то на воздухе, то есть это прогулки, подвижные игры на свежем воздухе. Зимой это в классе какие-то настольные игры. Очень любят играть в настольные игры. Естественно, если ты не знаешь, чем заняться, играй в мафию. Это, ну, как бы вот вообще беспроигрышная игра, в которую с удовольствием играют все подростки. Потом проводим мастер-классы «Рисуй», так как они все талантливы, то тут рисовать совершенно не обязательно, можно просто задать тему и назначить ответственного, кто нас будет сегодня учить рисовать. Вот. С удовольствием рисуют, с удовольствием лепят, там, ну, из пластилина, из глины, вот, ну, из каких-то таких подручных материалов, ну, как бы, да, аппликации, открытки, фенечки. Ну, вот с фенечками сложнее. Я вот, ну, они нас с удовольствием учат плести фенечки, поэтому там у них воспитатели с ними тоже занимаются. Ну, в общем, все как с детьми. Никаких таких особых каких-то что-то особо. Вот да, вот мы приносили там аквагрим, например, нам разрешали аквагрим одно время. Сейчас опять не, ну, попросили не приносить аквагрим, не разрешают. То есть, ну вот с какими-то вещами связано, ну не знаю, может быть, со спецификами заболеваний, еще что-то. Ну, приходится входить в положение и не приносить. Маш, вы упомянули мастер-классы и немножко о них рассказали. Я правильно понимаю, что скорее вы здесь имеете в виду творческие такие занятия, потому, ну, то есть какого-то особого среди вас суперучителя чему-то его нет, наверное, да, среди волонтеров, что вот прям Нету, научить. нет, нет, То нет. есть это просто вот вы задаете тему, Суперучителя как вы нет. сказали, да? Да, иногда вот просто даем тему какую-то, да, и говорим, ну вот сейчас осень, да, делаем осень. И картину осеннюю. Может быть, перед этим пошли на прогулку, нас собрали каких-то листочков, на них посмотрели, вдохновились, может быть, их там раскрасили, ну, что-то сделали, наложили, и красиво получилось. Вот учителей у нас нет, и действительно, ну, среди нас волонтеров нет, у нас волонтеров больше по психологической части. Вот. А так, ну, они сами с удовольствием что-то делают. Был парень у нас, например,
был волонтер у нас, который вот ему интересно было играть на музыкальных инструментах. То есть он играл на гитаре, и у него дома был целый арсенал гитар. И он приносил бас-гитару, принес усилитель, бас-гитару, и, значит, так как дети, ну, некоторые лежали с музыкальными инструментами, вот они там зажигали, у него просто был аншлаг. Все сбегались, пели, они пели там, бог знает чего, ну, как бы какие-то песни, которые интересны подросткам, там выискивали в интернете, еще что-то. В общем, это было, конечно, такие очень замечательные такие вот такая замечательная группа. Вот, к сожалению, этот волонтер уже сейчас не может ходить, но, как сказать, пока не нашла нового музыканта. Хорошо, теперь мы знаем, что вы делаете, а теперь давайте к самому интересному. Собственно, друзья, вы тоже, кстати, давайте вот на этой части мы сейчас перейдем к волонтерам, уже к координаторству, там, как чего, какой опыт у Марии. Пока, может быть, у вас есть какие-то уточняющие вопросы или комментарии, или реплики, связанные вот с тем, что мы сейчас услышали. Кто те ребята, с которыми Маша и ее волонтеры работают, что они делают и так далее. Если у вас какие-то вопросы, может быть, вы хотели что-то уточнить. Хорошо. Тогда, если что, вы можете писать в чат, и, соответственно, мы тоже постараемся это все прочесть, учесть и как-то на это отреагировать. Теперь давайте к волонтерам. Понятно, что специфика большого города, как у нас, она скорее всегда играет в плюс к волонтерским организациям, потому что, ну, как бы людей в одном месте собрано много. Но, тем не менее, кто те люди, кто вместе с вами, мы уже поняли, вы обычный человек. Мария Плетнева обычный человек. А вот кто те люди, кто вместе с вами волонтеры приходят? Как бы вы оценили, знаете, Маш, что? Ну, с одной стороны, можете сказать усредненный портрет, ну, условно, там, на 70% это девушка, там, на 70% 25 лет, ну, как-то так, если вы можете это сделать. На самом деле, очень интересно. Но меня скорее интересует, вы как координатор, через вас прошли уже десятки ребят, правильно я думаю? И, наверное, вы, в общем-то, уже как-то чувствуете, а им-то что там надо? То есть вот какой у них-то здесь интерес к этим ребятам, вот, к вам в том числе, к вашей команде в том числе. Вот можете их как-то характеризовать? Я думаю, это полезно будет, да, и нашим коллегам тоже, чтобы понимать, может быть, а кого похожего как-то с собой звать, или на самом деле на что звать. Да, может быть, это не специфика характера, а может быть, это специфика того, что да тут классно все организовано, я туда пришел и мне нравится. Я не знаю, как вы это характеризуете. Ой, даже не знаю. Ну, наверное, вот если говорить там о девушках, о юношах, то, скорее всего, это девушки, ну, как бы большинство у нас. Вот. Ну, парней мы тоже берем, и это всегда здорово. Их не хватает, мальчиков, как везде, не хватает. Вот. Но, ну, скорее всего, это люди так, до 30 лет. Вот. А, почему они ходят? Ну, честно сказать, не знаю, почему они ходят. Но я бы сказала так, вот к нам приходят либо психологи, ну, как бы, или любители психологии, потому что они видят, что психиатрическая больница, подростки, можно поговорить, и им это вот как бы они так хотят, они думают, что они круче психологов или психиатров. Вот. Ну, либо вторая категория людей, которые очень остро чувствуют проблему, эти люди очень остро чувствуют проблему, это те, которые в свое время, ну, наверное, просто... Ну, они сталкивались с похожими проблемами. Вот. Может быть, они не лежали в больнице, может быть, у них не было такой критичной ситуации, такой депрессии, не доходящей до суицида, да, но они очень, очень остро чувствуют эту проблему, вот эту подростковую проблему. Вот, ну, например, да, вот я в том числе, да, могу сказать про себя, что в свое время я очень хорошо помню, что я, ну, жутко страдала депрессией, ну, как бы, я просто не знала, что это депрессия.
Ну, там в течение там этого подросткового периода, в течение там 2 лет я просто не выходила из дома. Я лежала там с какой-нибудь книжечкой, я мало общалась с подругами, я все время болела, у меня были какая-то температура непонятная, там еще что-то такое, да, и получается, то есть, соответственно, я там прогуливала школу под предлогами болезни и все остальное прочее. Ну, в общем, по сути, это была депрессия такая достаточно серьезная, и я помню, что родители мне даже завели собаку, чтобы с обязательством, что я буду выходить на улицу, да, там, вот я с ней гуляю. Вот. И поэтому я помню то, что что меня задевало в этот период, что меня задевало как бы в отношениях с родителями. Я это очень-очень остро помню. Вот. Несмотря на то, что мне уже куча лет, и у меня никаких проблем сейчас нет ни с родителями, ни с депрессией, слава богу. Вот. И я никогда не пила там таблетки какие-то, еще что-то и все остальное прочее. Но я помню этот период. И вот, скорее всего, это вот те люди, которые конечно, они хотят, с одной стороны, они хотят помочь, и возможно, что такое отрицательное, как бы из-за того, что они помнят свой период, такое отрицательное, что с одной стороны, они хотят помочь другому, а с другой стороны, они хотят разобраться в себе. Тоже такая, ну, несколько проблема, когда... Ну, это сложность, скажем, при работе с волонтерами такая, вот, что если человек пришел разобраться в себе, а не для того, чтобы помочь другому, тут немножко сложновато. А Выстраивать. давайте вот на этих двух темах поподробнее, Маш. Вот правильно ли я услышал, вот, может быть, про эту тему, да, и про психологов. Вот вы, на мой взгляд, очень ясно объяснили то, как вы видите волонтерство, что вы, ну, я сейчас своими словами, да, что вы не пытаетесь там замещать врачей, и, ну, собственно, это и невозможно, вы не пытаетесь как бы стать частью больницы, а вы просто люди, которые, ну, как бы пришли навестить в гости, да, вот этих ребят. И когда, вот я сейчас теперь возвращаюсь к вашей реплике про волонтеров-психологов, и когда к вам приходят вот волонтеры-психологи, которые, скажем так, приходят с какой-то такой, ну, пусть даже в очень хорошем смысле, такой корыстной мыслью проявить себя как психологи, то они скорее мешают волонтерской встречи, чем нет. Или я неправильно понял? Еще раз вопрос, у меня связь пропала. Вот Я эти говорю, что если психологи. приходят волонтеры, которые вот психологи, и приходят именно вот с такой корыстной, даже, может быть, в хорошем смысле слова, такой именно психологическим каким-то желанием как-то себя проявить как психологи, то они скорее вам мешают, чем помогают. Ну, в общем-то, да, конечно, они скорее мешают, но тут вот два варианта, их надо, ну, как сказать, то есть, ну, на самом деле я им объясняю. Я им объясняю, что мы не психологи, что мы не проявляем тут никакой активности. Ну, чаще всего все удается. В общем, за все время работы нашей команды, за 3 года, я недавно выгнала первого волонтера. Вот До это да. этого не было никаких, в общем-то, такого, чтобы вот человек, ну, как сказать, он, в общем-то, понимает, что в конечном счете он понимает, что он ничего не может, что... Ну, это очень просто, потому что часто очень... Это подростки, а подростки, они всегда все говорят. Все, то есть они могут сказать, то есть если ты тут неожиданно решил людей научить, как прощать, и говоришь, что знаешь, ты должен быть там, или там любить самого себя. У меня был такой волонтер, который сказал, ты знаешь, ты должен научиться любить себя. Ну, естественно, подросток задает вопрос, ну а как себя любить? Да, то есть ему там уже все рассказали про это, и психологи, и психиатры, и родители. Я себе представляю эту тему, значит, там и социальные психологи в школе ему рассказали, как он должен любить самого себя. Вот, и тут, значит, девушка, которая начиталась книжек, что, ну, нужно научиться любить себя, да, вот, и иди люби ты тут. Вот, и, в общем-то, и чаще всего подростки, они на то они и подростки, они просто объясняют, что шла бы ты лесом. Ну вот. И тогда этот психолог, псевдопсихолог, он понимает, что он ничего не может, он не может ни рассказать, ни уйти. То есть, ну, как бы подростки, они просто там могут уйти. Если они вежливые, они могут и уйти, ну, просто уйти, сказать, да, до свидания, спасибо, все хорошо. Вот, то есть они не слушают. Но если человек чувствует, что его не слушают, то
Он просто перестает это делать, и все. Вот. Тут, конечно, спасает это, что это подростки, а не дети. Мгм. Потому что с детьми было бы сложнее. Дети, ну, дети не могут так ответить. Да. Хорошо. А расскажите, вот, ну, опять же, не все участники наши знают, я поясню немножечко, что в добровольском движении Даниловцы координаторы, вот Мария и многие наши другие друзья, коллеги, они сами волонтеров, ну, на улице не ищут. В движении Даниловцы волонтеры сначала приходят в движение вообще, и проходят первичную встречу, знакомства, там, анкеты и прочее, а уже после первичной встречи, когда человек более-менее определился, когда человек явно изъявил свое желание, как раз волонтеры попадают к координаторам для первичного знакомства. То есть все-таки через координаторов, ну вот эти приходящие новички-волонтеры, они тоже как-то встраиваются в этот вот процесс, и у координатора есть право и принятия, не принятия и так далее. Вот расскажите, а как вы волонтеров принимаете? Думаю, что это тоже всем будет полезно, чтобы понять, вот какие для вас критерии, на кого вы соглашаетесь, на кого не соглашаетесь, вот там, что вы им говорите при этой первой встрече, вот, и так Ну, далее. я в этом плане такой человек, как сказать, я соглашаюсь на всех. Вот. Но, как Прямо-таки на показал... всех. Что? Я говорю, прямо-таки на всех. То Прямо есть на всех. Я никому не отказал. То есть, если человек хочет, я считаю, что пусть пробует. Вот и все. Потому что ты, ну, как сказать, ты никогда не знаешь, что этот человек может. Ну, а вдруг вот он действительно, как сказать, вот раскроется и принесет именно пользу группе. Ты не знаешь как. Вот пример с молодым человеком, который у нас играл на музыкальных инструментах, у меня с ним было, ну, как бы сначала все было хорошо, потом, ну, так как это мужчина, лидер, ему хотелось что-то своего, и он, как-то у меня с ним было сложное отношение, и я думала, что я его выгоню просто, уже у меня, ну, как, мне все время было с ним сложно, там меня подкалывал, еще что-то такое, вот. Но когда он сказал: «А можно я принесу?» То есть он сам, видимо, думал над этим, он сказал: «Можно я приду с гитарой?» И все. То есть и он приносил такую пользу группе, он приносил такую пользу детям, что, ну все у нас стало хорошо, в общем-то, и никаких проблем. Да, мы притерлись. То есть, ну, там, 3-4 раза человек сходил, нашел себя и тоже получает удовольствие. Конечно, я понимаю, что мужчине, когда мы делаем оригами, там, ему сложно делать оригами. Как сказал один наш волонтер, он сказал, это, говорит, унизительно для коллектива. Вот. Ну, мы как-то спросили, и, в общем, после этого мы стали ограничивать, как бы хорошо мы спросили наших молодых людей, потому что если мы не спросили бы наших мальчиков про оригами, так бы мы и делали бы все эти оригами. Потом мы стали их от этого отстранять и придумывать им что-то, ну, какую-то другую активность, даже если они сами себя еще не нашли. Вот. То есть, поэтому я принимаю всех, в общем-то, никому не отказываю, но, опять-таки, рассказываю о правилах группы, рассказываю о том, что у нас есть, как у нас есть, какие возможности у нас есть. Все-таки я координатор, и раз я координатор, то я считаю, что одна из моих задач – это, ну, чтобы каждый волонтер нашел свое место в группе. То есть я больше думаю не… С одной стороны, я думаю об этих подростках, с другой стороны, я думаю именно о волонтерах, чтобы каждый мог раскрыть свои таланты, получать удовольствие, для чего он сюда пришел, потому что человек же не просто так пришел. И вот честно скажу, что, ну, вот три человека вот из первых людей, которые пришли, ну, они, наверное, где-то в 2019 году они пришли, вот, трое из них поступил учиться на психологов и выбрали это своей профессией. Вот, так им запали наши посещения. Ну, Ну, на самом деле это очень, ну, значимый действительно результат, и, конечно, не каждый может похвастаться, но сейчас все-таки, если вернуться к тем, кто только приходит, ну, предположим, гипотетическую ситуацию, все-таки внутри-то у вас, ну, я понял, берете всех, вот, и это невероятно впечатляет, но внутри-то у вас есть какие-то свои условия, ну, то есть вот вы как бы для себя, наверное, думали, да, вот если придет такой-то,
Я таких боюсь. Или, например, к детям, ну да, вот к нашим детям не пущу. Или, может быть, вот вы считаете, что дети сами за себя постоят, там, ну, они уже там, мы видим, зубастые и так далее. Или все-таки есть вот это вот для вас какая-то грань, а кого не пустите? Вот знаете, сейчас не пущу, но это невозможно выяснить, это возможно выяснить только уже после посвящений. Сейчас я понимаю, что я не пущу абьюзера. Вы знаете, есть такие люди, которые почему-то, ну, они, как сказать, ну, не только там в семейной жизни проявляется там это абьюзерство там где-то, а то, что человек начинает унижать других людей. И парня, которого я выгнала, да, сейчас я анализирую, что, в принципе, я могла бы это, ну, сделать еще раньше. То есть, ну да, он молодой, я хотела его как-то, ну, где-то, может быть, воспитать, переформатировать, что-то еще. Но я понимаю, что с точки зрения пользы для подростков этого не было. То есть я могла выгнать там его сразу же, да, после того, как он сказал детям, а что вы краситесь в разные цвета, это так, типа, дерьмово и все остальное прочее. Да, заявить девочкам с депрессией, подумаешь, у нее полголовы фиолетовый, а пол розовый. То есть он не принимает их вообще. И вместо того, чтобы спорить как-то с ним, мне надо было с ним его просто сказать то, что ты извини, может быть, тебе лучше сменить вид деятельности и все. Вот. Потому что все-таки мы должны приносить какую-то, ну, как бы мы должны приносить пользу, мы должны думать о детях, в первую очередь не о себе, не о том, что не о своих там профессиональных амбициях, там, с точки зрения, если я психолог, да, то я должна думать, то есть я не должна нести какую-то, там, это можно, это нельзя, то есть я принимаю всех, у меня подростки лежат, которые там могут быть различной ориентации, она может сегодня представиться Федей, мы знакомимся, она говорит, я Федя. А что ты там... опиши, как ты там, например, ну, какие-то качества свои там или еще что-нибудь, да, а я там тень ничего не значащая. И в этот момент нужно, не нужно там говорить каких-то фраз там, типа, ну, тень ты и тень, и ладно, да, вот. Ну, так-то и Федя, и называть себя Федей. То есть, если ты не готов принять там Федю, которая сегодня Федя, а завтра Маша, то, в общем-то, и не стоит. Ну, то есть, потому что они разные, и мы должны их принимать. Нравоучения, они и так получают всегда. Вот. И именно поэтому они и прикалываются. Ну, кто-то, некоторые же из них, ну, действительно, некоторые из них действительно реально больны, а некоторые из них просто вот из-за того, что их не принимают. Мгм. И я правильно понимаю, что вот на предварительной вот этой вашей встрече вот отношение человека к этому трудно выяснить, потому что это только вот в жизни вы можете уже увидеть, да, волонтер, вот, Конечно, да? конечно. Только вот в Мгм. жизни можно это увидеть, ну, как реально. Вот. Ну, вот сейчас я приняла решение, что это надо, ну, сразу человеку предлагать, что ты нет, ты не можешь ходить. Мгм. Вот. А, Конечно, какие-то вещи, кто-то сразу это понимает и сам не ходит. То есть тут легче. То есть человек раз и не ходит, и не приходит больше. Все. То есть он один раз и вы за сходил, ним не бегаете. я ни за кем не бегаю, да. У меня большая достаточно группа, и люди, которые хотят, они ходят. Те, которые не хотят, они, ну, или они не могут, ну, кто-то приходит раз в полгода, ну, с некоторыми, с которыми сложился контакт, и которые уже походили, я им иногда пишу, потому что, ну, мало ли там человека, там, может быть, ему помощь какая-то нужна, он заболел, еще что-то такое, вот, ну, и какие планы у него, тоже я узнаю. Ну, жизнь есть жизнь, люди меняют, все меняется. Вот, а кто-то, ну, пришел, ушел, и если он не вписался в группу, то, конечно, я за ним не бегаю, ушел, и все, слава богу. Мгм. Маш, вы упомянули, сказали, что вот это, на этой первой встрече вы озвучиваете новичкам волонтера правила. Вы могли бы основные правила здесь озвучить? Что для вас вот именно важно, чтобы волонтер соблюдал? Именно как правило.
Ой, ну, наверное, первое, что это такое вот уважение как бы ко всем участникам процесса, да, коллегам-волонтерам, к подросткам, к врачам, к медицинскому учреждению, то, что делается. Вот, потому что когда ты попадаешь в медицинское учреждение, и они к тебе привыкают, то тоже может быть неоднозначное поведение, там, ты можешь что-то увидеть такое, что, в общем-то, может шокировать, например, да, там какой-нибудь уставший ребенка, да, вот, и ты должен к этому просто, ну, с уважением, ну, с пониманием, по крайней мере, отнестись и сделать вид, что ты ничего не заметил. Вот, ну, если это не критично, там, скажем, не били его линейкой и еще что-нибудь, да, ну, какая-то некритичная ситуация, то есть тебе показалось, что его там оскорбили или еще что-то. То есть с пониманием относиться к этому, ну, к этому процессу, с уважением. Вот. Вторая вещь, то, что это относиться, ну, как бы с уважением к тому, то, что вот у пациентов мы не спрашиваем, чем они больны. То есть мы не разговариваем об их болезнях вообще. Некоторые дети вообще рассказывают об этом сами, и, ну, и слава богу, что они об этом рассказывают, они хотят поговорить, да, тогда ты можешь поддержать разговор какой-то. Вот. Но вообще жду, может быть, не от правила, а от волонтера, жду как бы члена команды, жду какой-то инициативы, что человек будет проявлять инициативу, будет какой-то что-то делать именно для команды, а не приходить там, условно говоря, да. Так, ну чем мы сегодня занимаемся? Вы придумали? А, придумали? Да, не, этого плохо придумали. Давайте чем-нибудь другим займемся. То есть вот это вот, оно как-то очень, ну, вот, естественно, жду инициатив. Вот это я все и озвучу, что мы не говорим о наркотиках, мы не говорим о каких-то темах, там, о заболеваниях, мы не спрашиваем, кто чем лечит, не обсуждаем лечение вообще, то есть мы не обсуждаем, что... То есть если, например, ты не знаешь, что сказать подростку, посоветовать, ну, можно сказать, а что тебе сказал по этому поводу психолог, и они тебе говорят, что психолог тебе сказал то-то, то тут нужно однозначно занять позицию психолога, и все. Вот, потому что, ну, психолог, он, ну, как бы ты не ошибешься. Если ты, наоборот, поддержишь и скажешь, да, вот психолог прав, это так здорово, и ты как бы еще утверждаешь, что, ну, это идет на пользу человеку. Вот. Ну, вот, наверное, это основные правила такие вот. Ну, конечно, то, что мы приходим вовремя, мы все пришли, мы все ушли, это, ну, это не основное правило, но все равно это подразумевает, что мы все пришли, чтобы никто не приходил там через полчаса. Люди склонны опаздывать, естественно, там пришли, а подождите, мы начинаем ровно в 11. Это ключевой момент, что до 11 мы встречаемся заранее, мы можем подождать 15 минут, но в 11 мы пришли, то есть после завтрака, иначе нас просто уже не ждут. Ну, то есть тут тоже есть причина, почему мы должны прийти все вместе и в 11, да. Вот. И нас просто тогда никто не ждет, мы никому не нужны, дети заняты уже, ты пришел, дети заняты. У нас один раз был случай, когда мы опоздали. Ну, так сложились обстоятельства, как бы это было. Вот. И мы пришли там где-то в 11:15, и все. То есть дети уже заняты там по своим делам, и ты уже не можешь их куда-то вовлечь. Ты не можешь ребенка отрывать от каких-то процессов. Да, понятно, спасибо Хорошо. огромное. Это А, теперь расскажите, пожалуйста, вот про вот волонтеров и персонал. Вы уже немножко коснулись, но меня здесь скорее не какие-то там темы напряженности интересуют, а именно вообще, как выстроить координатору отношения с персоналом. Вот это же очень непростая тема, тем более в таком учреждении. Да, когда мы приходили, когда мы начали только приходить, у нас мы ходим по воскресеньям, соответственно, у нас воскресенье воспитатели, там только воспитатели. У нас нету врачей, получается, там кого-то еще. То есть, в принципе, у нас отличные. У нас есть еще в нашей больнице такая особенность. У нас есть человек, который отвечает за всех волонтеров, которые приходят в эту больницу. Поэтому это проще выстраивать, то есть мы выстраиваем отношения с этой дамой, да, ответственным человеком, все жалобы мы опять-таки сливаем на нее, и все наши пожелания на нее, и она уже как бы, она от больницы, ну,
так сказать, штатный сотрудник больницы, вот ответственный за всех волонтеров, за всех волонтеров. В больницу ходим не только мы, и они сами набирают, и больница набирает волонтеров, и все как бы вот такой процесс. Вот, и какие-то другие организации приходят. Но в основном, наверное, только мы ходим вот так вот системно, не от случая к случаю, да, не по праздникам. Но с воспитателями, конечно, было сложно. Ну, не сложно, я не скажу, что было сложно, но они видели, они ревностно относились к нам сначала. Очень ревностно, потому что они считали, что мы приходим и создаем им конкуренцию. Они занимаются тоже теми же играми, они также, их там много, у них есть свои какие-то активности любимые, там кто-то вяжет крючком, кто-то валяет, кто-то еще что-то делает, кто-то вяжет макраме, и они видели в нас такую как бы конкурирующую организацию. Это было очень смешно, но так как где-то по возрасту мы близко с этими воспитателями, то, соответственно, они мне рассказывали, например, так: а я тоже, вот мы сегодня тоже ходили гулять. Вот. Но так как я понимала вот эту штуку, что они ревностно относятся, я всегда их хвалила, говорила: да, какие вы молодцы. Ой, а научите меня тоже валять там. Ну, в общем, я активно с ними, я активно занималась воспитателями. И через какое-то время эти воспитатели расслабились, и теперь они просто нас ждут. Они: ой, как мы вас ждем. Особенно, конечно же, пандемия, она сыграла большую роль в ожидании волонтеров, потому что, конечно же, ну, воспитателям им очень тяжело, и если это понимать, что им очень тяжело, и они как бы с удовольствием, особенно когда их мало, то есть там, например, отпуска, кто-то заболел, еще что-то, их получается мало, небольшое количество, и они начинают разрываться. Еще родители, если пришли, день по воскресенье все-таки день посещений, и, соответственно, там надо записывать, за всеми следить, с детьми гулять, какой-то процесс организовывать, то они, конечно же, закручиваются. И в этот момент волонтеры для них спасение. Вот. И когда они это поняли, что волонтеры им в помощь, несколько раз было такое, наверное, один раз, наверное, я скажу так, что мне дали 10 детей и отправили, я сказала, что мы будем сегодня рисовать забор, мне дали 10 детей и отправили меня красить забор. Нужно сказать, что я посидела за это время, это ничего не сказать, потому что я все время, значит, должна была пересчитывать, что этих 10 детей. Почему они не пошли со мной, я не знаю. Почему я не сказала, что то есть я не сообразила, что они вот так вот сами не придут. Вот. При учете того, что к нам подошел охранник и сказал, что вообще вы что делаете, к забору у нас подходить нельзя. Вот, а мы разрисовывали, то есть у нас была такая активность, придуманная мною, которую я там пробивала целый год, чтобы нам разрешили этот серый забор, серо-бетонный, раскрасить граффити. Мы купили там кучу красок, закупили, там нашли каких-то спонсоров, еще что-то, вот этих баллончиков. И этими баллончиками очень много мы баллончиков купили, мы разрисовывали забор. Вот, чтобы, когда осень, вот этот серый забор унылый, у них он из окна виден, этот серый унылый забор, чтобы он был красивый. До сих пор красивый, приятно. Мы улучшили больницу. Класс. Да. И вот, но после этого я просто, как сказать, то есть, как бы это тоже опытным путем, то есть ты понимаешь, то есть с одной стороны какие-то есть правила, там правила больницы, тебя об этом учили в школе координаторов, что так делать нельзя ни в коем случае, там еще что-то такое, а пока ты с этим не столкнешься, ты думаешь: ерунда. Ну, или ты не обратил внимания, или еще что-то такое. Оказывается, не ерунда, что ты сидишь и ты считаешь этих детей, которые могут в любой момент прыгнуть через этот... Ну, он высокий достаточно, никуда не прыгнут, конечно, но я, значит, им говорю: вот знаете, товарищи дети, значит, мы хотим сюда прийти, а вы хотите отсюда выйти, поэтому, значит, мы с вами ведем себя прилично. На заборе ничего не пишем, ну, все-таки подростки, заборы, это же тема такая, вот. Через забор не прыгаем. Ну, все говорят, взрослые люди, все говорят: да, значит, ну все, значит, согласились. Но после этого ты уже понимаешь, что когда воспитатель вдруг неожиданно тебе говорит: а давайте вы пойдете гулять, ты говоришь: не, без воспитателя мы не пойдем гулять.
Вот. Или вот недавно у меня тоже, ну вот, и это сразу же, то есть, и воспитатель-то знает, что он нарушает, да, что-то нарушил какое-то правило. Но почему так сложилось? Вот так сложилось, вот. Это кто-то не прося. Вот, ну и вот так оно выстраивается. Ну, мне легче, ну, как-то я легко выстраивала отношения, у меня не было никаких. Один раз у меня был конфликт с одним как это называется, не воспитателем, физкультурник. Почему у меня был конфликт с одним с физкультурником? Ну, он, в общем-то, он был неправ, и тут нужно было отстоять свои границы. То есть я поняла, что нужна вторая вещь, это когда ты должна отстоять ну, границы группы, границы волонтеров, что человек пришел, мы занимались с детьми, и он просто вторгся в наш процесс. Он вторгся в наш процесс и начал делать то же самое, что мы, но при этом он нас выгнал. Да, то есть, ну, там мы играли в волейбол, он пришел, сказал, так, дети, мы сейчас будем играть в волейбол, и волонтеры, и дети, да, то есть лесом. Почему, то есть, почему он нас не включил, например, и не сказал, давайте разделимся на две команды, вот там, ну, как бы с волонтерами, то есть вот человек просто вот сам, он, ну и повел он себя не очень красиво, и мне пришлось с ним просто поговорить, да, вот я с ним говорила, что, ну, и что это недопустимо, он, конечно, ну, я даже думаю, что, что он меня побьет. Но он все-таки на работе. Он все-таки на работе, и все-таки, видимо, да. Ну да, вот как-то как у нас, да, ну как-то вот у нас с ним не сложилось. Хотя вот воспитатели, они тоже были очень удивлены этому, потому что там был другой физкультурник, с которым мы всегда, ну то есть мы были втянуты, ну как бы, и все были довольны. И физкультурник, ну, в общем, я не знаю, почему он так вот решил, хотя он занимался детьми ровно 15 минут, то есть он испортил нашу компанию, и сам же и ушел, и все. И потом организовать детей было, ну, практически невозможно, естественно. Вот. Да, Ну, мне вот. это, ну, лично знакомо. Я тоже имел опыт работы в другом учреждении, Центр временной изоляции несовершеннолетних. И там были такие, да, случаи, когда, с одной стороны, мы приходили к детям, это было наше время, а вдруг кто-то что-то приходил. Ну, моя реакция была примерно такая же, но мне не очень хотелось разбираться с теми, кто приходил, а я прямо шел вот тоже к куратору всей нашей деятельности от учреждения, к главному воспитателю в звании майор, на самом деле, женщина потрясающая. И прямо ей говорил, я прошу вас сделать так, чтобы дальше это не повторялось, потому что это наше время, мы едем через всю Москву, мы едем с ребятами, и не для того, чтобы нас тут выгнал какой-то ваш сотрудник. И на следующий раз он больше не мешал нам работать. Да, Вот. ну, в общем, мы тоже не видели больше этого Да, физкультурника. да, да. Вот. Да, Маш, вот спасибо за этот комментарий про персонал. Я все больше удивляюсь и радуюсь на самом деле, насколько эта больница очень классно. Мы видим, какой огромный на самом деле такой кредит доверия представляется волонтерам. Мы видим, как разнообразие, ну вот уже были упомянуты пиццы, теперь еще и забор. Редко где на самом деле можно это встретить. И вот такая свобода, такое пространство, даже среди тех учреждений, где работают движение Даниловцы, это тоже редкость, чтобы вот там хочешь тебе и улица, хочешь тебе, ну если погода позволяет, да, там хочешь тебе и мяч, хочешь тебе и помещение, хочешь тебе вот забор, хочешь там праздник, пицца и так далее. С другой стороны, это говорит все-таки о какой-то такой суперкреативности и какой-то такой энергии классной внутри волонтерской группы. И тут вот как раз вопрос уже как к руководителю волонтерской группы, а как вы вообще ее управляете? Или вы вообще ей не управляете? Я не знаю. То есть вот, ну, представьте, что я хочу в соседней больнице что-то такое открыть, и я говорю, Маш, вот есть у меня 3 друга, хочу набирать новых, что мне с ними делать, чтобы тоже красить забор, пиццы и прочее, прочее. Вот как вообще вы со всем этим хозяйством управляетесь? Да не знаю, как, как-то оно управляется само. Вот. Я думаю, что все тут зависит от того, какие волонтеры приходят.
Потому что вот первые волонтеры, конечно, мне с ними очень повезло, ну, те, которые остались. То есть сложился костяк волонтеров, ну, и сейчас у меня есть костяк волонтеров, ну, людей, которых я могу опираться, и это очень важно. То есть я знаю, что они или сами придумают что-нибудь, ну, или ты придумаешь что-нибудь, и они тебя всегда поддержат. И, ну, особо никак я не управляюсь. Ну, как-то мы придумываем, общаемся. Мы после посещения мы все время общаемся часто, ну, то есть мы всегда ходим куда-нибудь там поесть, потому что, ну, опять-таки, это как там обед разносит к нашему окончанию, и у нас уже, значит, тоже вырабатывается определенный рефлекс, и мы быстро идем все, нам надо срочно тоже поесть, и, соответственно, мы общаемся, и вот, ну, за это время либо мы что-то придумываем, значит, что мы можем сделать в следующий раз, может быть, у кого-то есть, знаете, вот, ну, как это, вот с забором это был мой незакрытый гештальт, вот, представляете, я вижу этот забор, и я себе представляю, как на нем классно порисовать, вот когда можно порисовать еще на этом заборе? А вы сами тоже рисовали? Ну, конечно! Ну, вы же не сказали, вы сказали только про детей. Вот. Не, ну, все это все ради себя любимых. Ну, вот, учитесь, коллеги. Вот, это возможность для себя любимого. Мне очень откликается, да, супер. Но подождите, Маш, Вот, это давайте все-таки себя от любимого, печки. ты же, ну, Вы ты не говорите, как бы придумаешь вот... этот забор никогда. Да-да-да. То есть, ну, как можно его придумать, если тебе это не интересно? И тебе нужно еще завлечь этих детей, которые в депрессии, которые лежат, ну, они, в общем-то, даже выходить никуда не хотят, по большому счету, рисовать забор. То есть для того, чтобы их зажечь, ну, что-то делать, этих подростков, естественно, ну, подросток, он же подросток, он даже и без депрессии всегда. Ты что хочешь? Ну, не знаю. Гулять пойдешь? Ну, не знаю. Может, полежу. Ну, он же подросток. Вот, ну, вот все подростки ведут себя одинаково. А представьте, а он еще с депрессией, с повышенной какой-то там, с подлекарствами. Ну, куда он? Он никуда. И то есть для того, чтобы его зажечь, нужно, чтобы то дело, которое ты делаешь, оно тебе было самой интересно в первую очередь. Если оно тебе интересно, ты можешь уже кому-то что-то рассказать и уговорить с собой пойти и делать. Вот, естественно, вот этот забор мы, естественно, то есть я скажу честно, что забором идея родилась, наверное, в первый год, когда случилась осень, и мы увидели этот забор, то есть листва опала, и мы увидели этот серый забор тоскливый. Ну, случилась зима, естественно, зимой рисовать это никак, вот, и мы начали, тут потом случился карантин, но мы начали работать я начала просто периодически закидывать удочку. А что? А может быть, мы раскрасим этот забор? В общем, у меня страсть к большим пространствам, чтобы нарисовать на заборе что-либо. Оказалось, что это нелегкое дело, но, опять-таки, талантливые дети, у них это все значительно лучше получилось, чем у меня, но я попробовала, по крайней мере. Вот. И на третий год, вот только в этом году летом, значит, у нас эта идея, нет, в том году, наверное, эта идея, она проросла в массы, и мы ее осуществили уже ближе к осени. Вот. Ну, да-да-да, Маш, а вот все-таки к волонтерам, если вернуться, вот вы как-то говорите, да ничего я с ними не делаю. Ну, давайте все-таки по полочкам разложим. Ну, вероятно, вы имеете какой-то вот там чат с волонтерами, да? И Конечно. да, и, наверное, в чате волонтеров больше, чем то количество даже активистов, которые с вами периодически приходят. Вот. И в этом чате, ну, наверное, я не знаю, я же не был в вашем чате, наверное, у вас переписка не только типа, значит, ну что, воскресенье там в 10:12 жду вас на метро Ленинский проспект. Наверное, там что-то другое происходит. Вот. Вот там про что, да? То есть вот Ой, человек... разочарую вас, Юрий, у нас только все по делу.
Никаких у нас Только в по чате, делу. да, у нас Класс. есть чат, Да. сугубо по делу, никто не пишет смайликов, улыбочек, типа с добрым утром, там еще что-то такое. Фотографии котиков не постят? Фотографии котиков не постим, видимо, меня боятся. Но скажу честно, что чат у нас, конечно же, больше. Но опять-таки это связано с моей такой вот никого не увольнением и не выгонянием. Иногда я чищу чат, пишу в личку, там, планируешь ли ты ходить, раз ты не планируешь, а можно ли я тебя вычеркну. Я понимаю, что некоторые люди очень болезненно к этому относятся, и мне пишут: ты знаешь, нет, для меня так важно присутствовать в этом чате. Ну, если человеку важно, ну что, мне жалко, что ли? Да. Вот, ну, кто-то говорит, да, конечно, там, или кто-то сам удаляется, ну, те люди, которые не ходят, вот, там, благодарят, спасибо, и сам уходят, вот, ну, конечно, ну, иллюзия того, что у тебя больше людей, чем тех, которые ходят, это мешает процессу. Но, с другой стороны, то есть те люди, которые, ну, как бы, ну, не уходят, они же почему-то, ну, сами-то тоже не уходят, наверное, ну, не знаю, читают они его. Но котиков мы не пустим, мы по делу, то есть у нас все в основном, весь наш процесс происходит в воскресенье, все, ну, как бы все наше общение, это воскресное общение, которое мы за едой обсуждаем там что-то, да, обсуждаем, как сходили и что будем делать в следующий раз. Ну и, конечно же, вот тоже, ну, иногда мы обсуждаем, чтобы сделать там, я там ну, у нас есть еще один чат координаторов, и я оттуда какие-нибудь картинки сюда. А вот было бы неплохо сделать, ну, все-таки я должна же заниматься волонтерами, чтобы они сами раскрывались. Было бы неплохо сделать. Ну, то есть какие-то идеи я, конечно, туда кидаю. Вот, и кто-то тоже свои идеи кидает. Ну, так вот и все. То есть, но котиков не пустим. Гулять не ходим, ничего больше не делаем. Маш, вот просто я хочу пояснить, вы, если что, я неправильно, вы поправьте. Вот когда вы сказали, что с волонтерами тоже перекусываете, это ваш такой ритуал после посещения больницы, да, то есть вы встречаетесь где-то у ворот условно, идете к детям, проводите то, о чем договорились неделю назад, и как-то, может быть, скорректировали в чате, а после как раз вот это условное ваше время, не знаю, сколько там, час, полчаса, полтора, 2 часа, вы где-то в кафе общаетесь, да, и, собственно, вот продумываете в том числе, помимо общения, да, какие-то и отклики от волонтеров, как сегодня прошло и так далее. И, собственно, вот на этом ваше общение с волонтерами, в общем-то, все. Ну, в общем-то, да. Мгм. Но я здесь тоже хочу подчеркнуть вот эту невероятную важность встречи после, потому что действительно это дает какую-то уникальную возможность, когда все сознание, весь твой опыт, в общем-то, весь ты еще там, в этой встрече, как-то очень классно действительно пытаться эту тему развивать вместе и так далее, поддерживать, в то же время какую-то эмоциональную поддержку или разгрузку получать. Вот. Маша, скажите, а вы вот как руководитель все-таки авторитарны или нет? Ну, я все в хорошем смысле, в том плане, что идеи все-таки больше от вас, а ребята должны их, ну, не должны, конечно, но хотелось бы, чтобы они их реализовали. Или вы как бы вот вообще типа по течению, то есть кто-то там, вот это хочу, класс, молодец, давай помогу, там, вот это хочу, как вы? Если кто-то что-то хочет, вот просто вот если человек вдруг неожиданно сказал, что он что-то захотел, то прямо вот респект с моей стороны, любая поддержка. Вот это однозначно. Хотя, конечно, некоторые говорят, что я авторитарная, но опять-таки, если никто ничего не хочет, то тут, ну, сложно быть не авторитарным. Я поддерживаю, да. Тут обязательно надо что-нибудь самой всегда иметь еще про себя, иметь десяток идей. Потому что иногда бывает так, что человек захотел, сегодня он захотел, ты ему говоришь, класс, давай, сделаем. И человек после этого сливается и больше никогда даже и не приходит. Вот. Или же он обещает и не делает, или в этот раз он не приходит. И это даже иногда это может быть от тех людей, которых ты даже не ожидаешь,
что такое вообще может быть. Потому что там, например, это взрослый человек, это человек, который занимает определенные должности на работе, и вдруг человек, там, ты говоришь, там, это, он говорит, да, да, все хорошо, типа, все окей, и потом он просто не приходит. Вот, то есть иногда и бывает такое, то есть ты не можешь даже, ну, как бы он там придумывает, что там что-то случилось, какой-то форс-мажор, еще что-то, но вот так бывает, поэтому всегда надо иметь что-то. Но я говорю, то есть у нас хорошая тема у нас есть, не знаешь, чем заняться, играй в мафию. Ну, то есть есть настольные игры, в которые всегда можно поиграть. То есть если никто не готов там к мастер-классам, еще чему-то там порисовать, полепить, то всегда есть настольные игры, в которые можно сыграть и с удовольствием. Все играют в любые настольные игры. Ну, Главное это же, играть наверное, самому. связано. Вот ключ. Да-да-да. Это же, наверное, связано и с какими-то, ну, скажем, разными периодами в жизни каждого. То есть сегодня действительно вот вам какое-то творческое настроение, завтра, может быть, как-то сил поменьше. То есть это не только с конкретным человеком, его активностью, но и, наверное, с какими-то жизненными такими периодами. И то, что вы нашли такой способ для себя, да, все равно быть полезными даже вот, ну, мафия так мафия, вот. А у меня вопрос про эту мафию такой уточняющий. А это что, вот действительно правда, по сути, каждое ваше посещение, ну, предположим, да, там как-то вот с задумками плохо, реально дети готовы играть? Дети всегда готовы играть. Ну, в мафии такая игра, они в нее с удовольствием играют. Класс. Вот, иногда ты приходишь даже с задумкой. То есть, если ты вдруг начал в нее играть, вот, и она зашла у детей именно как бы так, как она должна зайти, то тогда, значит, следующий этап, ты приходишь в воскресенье и говоришь, а мы будем играть в мафию? Ну да, да. А вы что-то придумали, а они не принимают, да, хотят в мафию. Да, да нафига, давайте в мафию сыграем. Но тут опять связано с чем? Что это подростки, и их всегда нужно чем-то организовывать. То есть, конечно, они могут играть сами в мафию, никто это не запрещает играть в мафию. Но Но они для не этого им играют. нужно самоорганизоваться. А самоорганизоваться они не могут. Да. Спасибо, Ну, Маш. все. Друзья, я вот уже 1,5 часа с Машей беседую. Мне невероятно интересно. Я очень-очень благодарен. Может быть, у вас есть вопросы, может быть, вы сидите за своими экранами и думаете, вот не дает ничего сказать, вклиниться и так далее. Какие у вас есть вопросы, друзья? Вот, может быть, какую-то тему, связанную с волонтерством, подростками, психиатрической больницей, я пока обошел стороной или даже не подумал о ней, а у вас этот вопрос есть. Вы с ним пришли сюда. А пока мы не про это. Пожалуйста, давайте вот включайтесь, задавайте ваши вопросы, что вы хотели бы узнать. Вот. Есть вопрос, да. В начале чата. Хотите ли вы быть волонтерами у взрослых пациентов? Вот. К вам вопрос. Как вы вот к взрослым пациентам пошли бы во взрослую психиатрическую? Ой, я не уверена, что я пошла бы во взрослую. То есть, честно говоря, мне сложно. эм, Вот по мне какие-то... Я очень рада, что у меня такая, как бы, с одной стороны, вроде как есть диагноз, а с другой стороны, вроде как его незаметно. Вот. Мне сложно какие-то такие вот серьезные очень... Наверное, я не готова к этому, к серьезным диагнозам, к серьезным заболеваниям, серьезным вот общением. То есть я не профессионал, я просто не знаю даже, что делать. Вот. Поэтому я просилась вообще к здоровым детям. К здоровым детям в детском доме. Да. Вот, то есть, чтобы это было все очень максимально комфортно для меня. Вот, наверное, я вот просто не готова, чтобы вот так вот, ну, мне это очень больно, чувство эмпатии, это очень больно, и потом это все как-то выносить, переживать. Вот, честно говоря, боюсь, что я с этим не справлюсь морально, ну, Ну, понятно, да, здесь действительно выбор у каждого, и мы много раз в этом тоже удостоверялись, что вот как бы каждый координатор находит именно вот что-то для себя, и это бесконечно важно, да. Друзья, есть ли еще вопросы? Включайте смело микрофоны. Наверняка же вы пришли сюда с каким-то ожиданием, что-то вот, ну, у нас тема широкая, но в то же время предметные. Волонтеры, подростки, детская психиатрическая больница. У вас какие-то вопросы, что вы хотели бы узнать? Маш, скажи, пожалуйста,
Вот уже 3 года, уже почти 3 года и 3,5 года. По твоему мнению, изменились дети за эти 3,5 года? Сменились, к сожалению. Почему? Ну, раньше они мне нравились больше. Мне Но ведь кажется... вы тоже за эти 3 года изменились, Маша, так что... Да, и, наверное, я тоже была лучше. Моложе однозначно. Вот, но в какой-то степени сменились, в какой-то степени они остались теми же, вот, стали моложе. То есть здесь было больше таких вот подростков, больше 18, ну там 17 лет, вот, 16 лет, сейчас больше 12 лет. Чаще встречаются же 7 класс, чем там 10-11. Вот это вот сменился возраст, они почему-то помолодели, вот, что грустно. Но еще меняется, как сказать, само отделение меняется. Иногда требования больницы, они их как-то кладут в разные отделения с разными диагнозами, поэтому сложно немножко вот отслеживать, что это сменилась общая масса. То есть я не могу сказать, что это сменились как бы дети, а не сменился диагноз этого отделения, да, там вот это вот. То, что дети были более... На них откладывается, конечно, отпечаток это и ковида, и нашей теперь ситуации политической тоже откладывается. Вот. И раньше они были более свободными, наверное, я бы сказала так. То есть, когда мы начинали ходить, они были более свободными, более такими открытыми. Сейчас они более закрыты. Но опять-таки это может быть связано с диагнозом. Да. Вот. Спасибо огромное, Маш. Вот вопрос в чате коллега пишет, Наталья спрашивает, какие сегодня требования по медицинским вот этим аспектам к допуску волонтеров? Что больница требует? Больница у нас требует очень много справок. Это первое, QR-код от ковида, либо прививка, либо то, что болели. Второе – это флюорография. И третье – совершенно жуткая справка, титры на корь. Вот. Почему она жуткая? Потому что, как оказывается, что вот очень у многих людей их нету. Вот, нету прививки от кори. Но вот без нее, к сожалению, тоже не пускают у нас. Да, и при этом, заметьте, коллеги, Маша сказала, у нас очень много справок, когда еще, во времена относительно недалекие, в 2015 году в Москве волонтерство только сильно начинало, тогда вообще требовали медкнижку с там какими-то десятками позиций. Ну, не десятками, но больше десятка, это точно совершенно. Там позиций 12-15 было. Вот. Так что времена, к счастью, меняются, но корь действительно мало объяснима, я бы сказал, вообще необъяснимо. Вот. Но, тем не менее, так есть, да. Не знаю, друзья, вы как-то откликнетесь, там, много для вас это или мало, может быть, у вас, если вы из Москвы, то, может быть, это как-то так или сяк, а если вы из региона, может, еще хуже, вот, не знаю. Вот. Сегодня я узнала, недавно я узнала о том, что наша больница требует еще, если не от организации, то есть вот с нас она не требует, да, как даниловцев этой справки, а если человек пришел просто к ним в больницу и сказал, что он хочет быть волонтером, то с него требуется еще справка из милиции о наличии судимости. Вот видите тоже. Об отсутствии Оснований, да, вот это отдельный разговор. Вот оснований для таких справок нет, конечно, никаких от слова совсем. Вот, но тем не менее, да. В общем, больница вправе со своей территорией распоряжаться. Друзья, есть ли еще, вот пишут, что для СПБ немного, да. Да, и, я тоже считаю, что это, с одной стороны, немного, с другой стороны, это моя сейчас тоже одна из больных тем, вот, что сейчас это очень серьезные препятствия для волонтеров, даже эти 2 справки. Какие есть еще вопросы, друзья, к Марии по как раз вот нашей с вами сегодняшней теме? По нашей с вами сегодняшней теме. Есть ли у вас вопросы?
Так, вы тогда еще, наверное, зреете, да? Вот. Я, может быть, продолжу про волонтеров, да? Вот вы сказали, Маш, что был один случай, когда вы принудительно расстались с волонтером, вы очень подробно это описали, и все здесь понятно. А вот все-таки, как вы оцениваете, вот без таких экстремальных случаев, вот условно говоря, у вас процент тех, кто остается? То есть, ну, кто-то же, да, с вами знакомится, потом один-два раза ходит, присматривается, там, понимает, подходит, не подходит, и лично вы, и группа, и специфика, и дети, а потом, ну, вот как вы сказали, потом, ну, не приходит и не приходит. Вот как бы вы эту оценили текучку? Ну, я оцениваю то, что она у всех есть, что это нормально, что это вообще не имеет никакого личного отношения ко мне. Вот, это помогает. То есть я не переживаю по поводу того, что человек там пропал. Да, я могу ему позвонить, я могу у него спросить, будет ли он ходить или еще что-то. Вот. Иногда это бывает очень как бы такое совпадение, что человек, ну, видит, что это не моя, ну, не его группа, и я вижу, что это не человек для нашей группы, то есть что ну, что с ним тяжело будет. Вот. И это такой взаимный процесс, как бы посмотрел человек, я посмотрела на него, то есть это тоже нормально. Вот, поэтому, конечно, хочется иметь, чтобы это была там постоянная команда людей, которые бы ты так вот привык, и вы с ней так и из года в год дружите хорошо. Ну, такого не бывает, это же, как сказать, ну, просто такого не бывает. Кто-то замуж выходит, кто-то учиться уезжает, кто-то еще что-то делает. Ну, то есть жизнь, она идет. Человек меняется обстоятельства, он пришел, позанимался полгода и ушел как бы. Кто-то осознанно приходит на полгода. У меня была девочка, она осознанно пришла только на определенный период времени. Но она сразу об этом сказала, что я, говорит, не буду долго ходить, я хочу, вот у меня есть цели, я хочу быть психологом, скорее всего, я хочу походить и узнать, нужно ли мне это или нет, с чем я буду сталкиваться. Сейчас она по научной части двигается в Германии, вообще там все у нее прямо такие вот, мы с ней недавно переписывались, и она прям, ну, нашла себя, и вот она сразу, у нее была как бы идея, и она хотела посмотреть, что это. То есть годится ей, не годится, попробовать, ну, как бы, может быть, оценить свои способности. Да, понятно. Маш, а можете как-то количественно оценить? Ну вот, условно, на первую встречу с вами приходит там N человек, потом все-таки задерживается, ну, ну, именно вот, видимо, да, основное количество исчезает после первых пары раз, когда они уже, ну, в общем-то, понимают, что это такое. Вот сколько остается? Нет, Юрий, основное количество исчезает Нет? до того, как они собрали справки. Да, это, ну, мы сказали уже, это больная наша тема, на самом деле, действительно, Вот. справки Но мне очень просто, тяжело. я не могу это озвучить, потому что мне просто ужасно жалко. Но такой труд проделывают для привлечения людей. Вдруг я вас расстрою. Нет, вы меня не расстроите, потому что я же сейчас тоже вот непосредственно встречаюсь с ребятами, кандидатами, которые хотят стать волонтерами в движении, и я каждый раз в неописуемом каком-то именно восторге, по-настоящему глядя на то какие-то классные люди, ну, там не только ребята, там есть и более взрослые люди, и я действительно как бы с неба на землю падаю, когда я вынужден озвучить этот пункт о медицинских справках, потому что прямо видно по глазам, тут же здесь сейчас, как тухнет взгляд, и как ребята говорят, вот это да, вот это да. Вот, и очень много, к сожалению, ребят не могут себе позволить, ну, кандидатов в волонтеры. Но все-таки процент у вас, давайте вот справки отложим в сторону, понятно, они косят очень много людей, я думаю, минимум 2/3, вот, а вот условно из тех все-таки, кто пришел попробовать, вот сколько потом остаются? Ну, я думаю, что хороший процент остается где-то процентов 50. Те, кто уже дошел, сдал справки, вот так вот. Ну, зависит от того, сколько времени считать они остаются, да. То есть, Ну, я имею в виду, ну, не знаю, там месяцы, давайте так, месяцы. если считать, что вот год, так вот, что человек год там, это нормально, да, то вот, ну, наверное, процентов 50 остается. Я не скажу, что многие доходят, то есть очень большой процент отсева именно на справках, то есть они с удовольствием приходят на собеседование, общаются, и потом они как бы вот
затухают. Затухают именно от того, что они не могут сдать, ну, записаться в поликлинику, еще что-то такое. То есть не всегда у них это получается сделать вовремя, сорганизоваться. И даже ты сорганизовался, а это же надо еще записаться в поликлинику, в общем-то, в удобное для время. И вот все оно как бы на этом этапе очень много людей, которые теряются. А так сколько-то раз они все равно ходят. Они приходят, уходят. И даже вот у человека что-то меняется, например, но он все равно остается там, пусть он там раз в месяц приходит или раз в 2 месяца приходит, он остается, ну и какой-то период он приходит. То есть у него там что-то поменялось, он интенсивность меняет, но приходит, если уж он как-то дошел. Вот. Так что, наверное... Да, понятно. На мой взгляд, действительно процент высокий, и не знаю, какой бы он был, если бы условно справок было меньше, но, видимо, справки тоже помогают дойти до вас именно тем, ну, кто по-настоящему хочет. Вот. И смотрите, у меня есть такой вопрос. Наверное, я со своей стороны буду заканчивать, потому что уже почти 2 часа я Марии предлагаю свои вопросы. Друзья, если у вас есть вопросы, опять же, пожалуйста, можете меня перебивать, задавать вопросы или пишите в чат. У меня вопрос теперь именно вот, Маш, к вам как к координатору. И представьте, что вы, ну, где-то делитесь опытом именно с коллегами. И вопрос такой: а поделитесь с коллегами, а что самое трудное там? 2-3 пункта, вот, один, не знаю, может, у вас. Вот. А что самое трудное в координаторстве? Не знаю. Я даже не могу сказать, что может быть самое трудное. Ну, наверное, это работа с волонтерами, потому что это люди, это, ну, так сказать, я бы сказала так, наверное, это приход новых людей, которые пытаются влиться в команду, и они приходят со своими тараканами. Ну, мы все со своими тараканами. Вот он, человек, приходит со своими тараканами, и он же хочет это вот тебя как-то куда-то продавить. И вот это состояние, оно получается дискомфортное. Да, то есть ты как бы, ну, я вынуждена выходить сама из зоны комфорта, следить за этим волонтером, там еще что-то. Хорошо, если это какая-то пришла девочка такая, которая сама не знает, что хочет, и твоя задача просто ее развлекать. А если это человек, который с какими-то амбициями, например, он психолог, у него есть психологические амбиции, он сюда пришел не просто так, он практику проходит, и все должны выздороветь. Вот, то, соответственно, вот, да, опять-таки, то все делается не так, а кто-то такая. Вот у меня тут пришел, да, как раз вот новый волонтер после нашего с вами собеседования, мы как со студентами, вот, все ты проигнорила, она же психолог, ее учили, меня учили, ты не имеешь права проигнорировать чужие чувства. Человек сказал, что он хочет выйти в окно, это его мечта, а ты проигнорила. Вот. И я думаю, боже мой, ну что же, как же я должна была себя вести? Так я себя должна была вести, так я себя должна. Что я не так сделала, значит, она меня учили, нельзя игнорировать чужие чувства, ты должна там доложить еще что-то. И слава богу, значит, сейчас у нас больница, она тоже помогает, и она организовала обучение, и я сама пошла на это обучение, эта девочка тоже пошла на это обучение, и она задала этот вопрос психологу, а психолог говорит, ну как, что, проигнорить, говорит, надо, и все, подумаешь. Вот. Да, ну, как бы, это, да, ну, как бы, уже все, уже психолог сказал, который в больнице работает, который работает с 14-м отделением, то есть это уже не я волонтер. Вот, а то прям мы тут с Оксаной даже решили, что надо мне пойти образование получать уже. Вот. Да, и вот это, наверное, работа, для меня, наверное, это самое сложное, это когда вливается новый человек, потому что ты должна, ну, я должна как бы ему что-то доверить, на него посмотреть, ему доверить, найти, раскрыть его таланты, да, но перед тем, как все это сделать и на него посмотреть, ну, как бы мы должны как-то сработаться. И вот тут вот действительно ты не знаешь, что у человека в голове.
да, и какие у него, из-за чего он пришел, какая у него мотивация. Ну, человек говорит, на собеседовании люди все говорят, все и правильно. Мы все проходили собеседование, а потом это все выплывает уже в процессе работы. И, конечно же, ну вот новые люди, да, это достаточно сложно и достаточно дискомфортно. И с одной стороны, мы радуемся, что они приходят, а с другой стороны, Вы лучше уже бы выстроили свой мир. чего? Я говорю, вы уже выстроили с другой стороны свой мир, а они пытаются этот мир и какой-то этот баланс с детьми и с персоналом, они пытаются его по-своему переиначить, вот, не понимая ни внутренней кухни, ни каких-то вот этих тонкостей и так далее. Наверное, так, да? Да, да. Вот. Маш, спасибо огромное. Друзья, я на этом умолкаю. На самом деле, эта беседа для меня пролетела невероятно быстро. Огромное спасибо, очень интересно, очень поучительно. У вас последний шанс что-то уточнить. Еще раз, вы, скорее всего, пришли с какими-то своими вопросами, с запросами, ожиданиями. Вот. И кроме вопроса о прививках, пока вы ничего не спросили. Вот. Пожалуйста, включайте микрофоны, не стесняйтесь, задавайте вопросы. Или я тут уже на правах авторитарных, буду тогда заканчивать. Есть ли у вас вопросы? Так, есть ли у вас вопросы? Тогда по-другому спрошу, могу ли я закончить? Вот. Могу ли я закончить? Так, вот Наталья говорит, что очень у вас интересный опыт. Спасибо, что поделились. Наталья, да, спасибо и вам. Друзья, тогда я, наверное, потихоньку заканчиваю. Спасибо вам, что вы пришли. И, кстати, если вы напишите какой-то отзыв в чат, я буду очень благодарен вам. Это поможет нам тоже какую-то от вас обратную связь получать. Напишите, пожалуйста, в чат ваш отзыв. Вот, или хотите, включите микрофон, что-то скажите. Нам тоже будет всем очень приятно. Да, напишите, пожалуйста, что-то в чат, мы будем очень-очень благодарны. Тогда, собственно, чего? Все, да, если про формальную встречу. Да, Маш, мы тогда вас отпускаем. Еще раз да, благодарю. Вот, и мне спасибо. пришла одна очень классная мысль, как вас использовать в нашем новом проекте про подростков-волонтеров. Я хочу, чтобы у вас немножко поучились наши кандидаты вот там в тимлидеры. Вот, не знаю еще, как это сделать, но думаю, А я что приду надо... 12 числа. 12-го, в смысле вы? Ну Чего-чего? да. Ну Куда-то я да. записалась к вам. Э, Вот там, где тимлидеров учат. Да, 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 да. Да, 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 да. У меня просто все даты смешались, да. Если вы записались, значит, да. А вы можете. Вы можете, да? Да, 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 я Класс, класс. Да, да, ну это я просто еще, это мы отдельно обсудим. Вот, все, спасибо огромное. Да, Друзья, очень хорошо. короткие у вас отзывы. Все, Вот, спасибо. все, Машу отпускаем. Маш, спасибо огромное. Тогда все, всем пока. Да, всего доброго. До свидания.